Когда Чарли начал замечать, что его сын возвращается домой после школы дольше обычного, он понял, что что-то не так. Затем, когда у его сына внезапно не оказалось карманных денег на игрушки или угощения, в его голове зазвучали тревожные сигналы. Но однажды, когда он тайно проследил за ним, он обнаружил то, что повергло его в ужас. Кевин Смит, которому на тот момент было всего 8 лет, жил со своими родителями в сельской местности на Филиппинах. Даже в таком юном возрасте Кевин был удивительно ответственным. Каждый день он ходил в школу и обратно пешком. Но когда он начал приходить домой все позже и позже, его отец понял, что происходит что-то странное. Чарли Смит был трудолюбивым человеком. У него был небольшой бизнес в качестве автомеханика, но некоторые месяцы были лучше, чем другие. Если он хотел прокормить свою семью, ему пришлось бы с головой уйти в работу. Он знал, что в жизни ничего не дается бесплатно, но когда его сын начал убегать после школы, он понял, что совершил ошибку. Несмотря на то, что семья из среднего класса временами испытывала трудности, Чарли всегда выделял сыну небольшое пособие. Важно было с юных лет научить его ценить деньги. Но, как ни странно, последние 2 недели Кевин был на мели. Куда шли деньги? Когда Чарли узнал, на что его сын тратит свои деньги, он запустил цепочку событий, которые навсегда изменили их жизни. После 2 недель странного поведения сына, любопытство Чарли стало убивать его. С него было достаточно. Сегодня он хитро оставил дверь гаража открытой, пока работал, чтобы точно знать, когда Кевин вернется домой. Но он был слегка разочарован, когда увидел своего сына, идущего по дорожке как раз вовремя. Он наблюдал, как мальчик тихо открыл дверь и вбежал внутрь. Однако всего через 10 минут он появился снова. Кевин зашагал обратно по дороге, и Чарли заметил, что на плечах у него все еще висит школьный рюкзак. Но почему? То, как рюкзак провисал, подсказало зоркому отцу, что он пуст. Дав Кевину небольшую фору, он последовал за ним. Когда мальчик зашел в местный продуктовый магазин, любопытный отец наблюдал за ним издали и ждал, когда он появится снова. Когда он это сделал, подозрительный рюкзак был оттопырен. Затем Кевин повернул налево и продолжил идти по дороге. Кафе на углах уступали место ломбардам, свалкам металлолома и винным магазинам по мере того, как он углублялся все дальше и дальше в неблагополучную часть города. Подозрения Чарли росли по мере того, как он следовал за ним. Это определенно было неподходящее место для маленького мальчика. Когда Кевин свернул на боковую дорогу, Чарли последовал за ним по пятам, стараясь не попадаться ему на глаза. Он выглянул из-за угла и с изумлением увидел своего сына, стоящего посреди пустой дороги. Он наблюдал, как мальчик медленно опустился на корточки, затем вытащил что-то из своего рюкзака. Чарли озадаченно наблюдал за происходящим. Затем он услышал тихий шум и заметил движение в кустах по обе стороны дороги. Внезапно из своих укрытий выскочили 3 зверя. Они заметались и закружились вокруг скорчившегося мальчика. Чарли не знал, что делать с тем, что он увидел, но внезапно чары рассеялись. Его инстинкты сработали, и он бросился бежать. Чарли подбежал к Кевину и начал отгонять собак, но потом он понял. На земле валялись одноразовые тарелки и банки с собачьим кормом. Бедные бездомные собаки были не в лучшем состоянии. Они явно не доедали, и у них отсутствовали клочки шерсти. «Стыдно признаться, но мне было очень противно», — признался Чарли. Но его сын собирался преподать ему ценный урок. Щенки, которых Кевин назвал Брауни, Уайт и Блэк, радостно набросились на еду, виляя хвостиками. Кевин поднял глаза и увидел суровое лицо отца. Он должен был ему кое-что объяснить. Маленький мальчик признался во всем. Объяснив, что на свои карманные деньги он покупал столько еды, сколько мог, каждый день в течение 2 недель, когда он приходил сюда кормить бездомных собак.
Чарли был поражен. Он знал, что должен поделиться тем, чему стал свидетелем. В феврале 2014 года Чарли сделал ставшую знаменитой фотографию своего сына, кормящего бездомных животных, и разместил ее в интернете, где она вскоре привлекла внимание любителей животных по всему миру. «Мой сын полностью изменил мою точку зрения», — написал он. Чарли был тронут самоотверженными действиями своего сына, но беспокоился о здоровье Кевина. Таким образом, отец и сын пришли к компромиссу. Поскольку собаки были бездомными, Чарли беспокоился, что они могут быть переносчиками таких заболеваний, как чесотка. Он сказал сыну, что купит корм для собак на улице при одном условии. Кевину придется сделать прививку от бешенства и носить с собой в рюкзаке дезинфицирующее средство. Тем временем пост Чарли набирал популярность. Отец и сын никогда не могли предвидеть реакцию мира. Когда Кевин сказал своему отцу, что его мечтой было со временем открыть приют для бездомных животных, Чарли посмеялся над необычайными амбициями своего сына. Он мягко заметил, что потребуется много денег и времени, прежде чем мечта Кевина станет реальностью. Но тут вмешался интернет. Увидев невероятный отклик на свой пост, Чарли решил создать сайт для Кевина под названием «Клуб счастливых животных». Он также разрешил Кевину брать щенят домой, чтобы заботиться о них, и вскоре они уже содержали небольшой приют в своем гараже. Чарли помогал Кевину размещать обновления на его веб-сайте, и отклик был феноменальным. «Я люблю животных. У меня есть собака-спасатель, и я занимаюсь спасением кошек. С тех пор, как я себя помню, я хотел открыть приют для животных, чтобы помогать бездомным собакам и кошкам на улицах», — делится юный Кевин на своем веб-сайте. Главной целью клуба будет спасение собак из городского приюта. Представитель приюта сказал, что большинство собак усыпляют, и ни одна организация по защите животных ничего с этим не делает. Начали поступать пожертвования от сторонников со всего мира. Кевин и его отец смогли арендовать участок площадью 1000 квадратных метров на год, закупив строительные материалы и наняв строителей. После нескольких месяцев напряженной работы полноразмерный клуб «Счастливые животные» был открыт. Сейчас в приюте 2 больших загона, 2 квартиры и пристройка. Годы спустя Кевин стал подростком, и он смог сохранить свою способность помогать животным. Его приют для бездомных животных стал еще больше благодаря волонтерам, которые помогают Кевину и его семье управлять приютом. Как только были созданы необходимые условия, Кевин также начал спасать котят и кошек из этого района. Он также хранит полный список животных, которых можно усыновить, чтобы иметь возможность найти любящий дом для всех своих подопечных. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.